Для вязания глаз нам понадобится зеленый цвет, такой вот яркий, прям зеленый-зеленый, желтый, белый и черный. И давайте начнем с черного. Итак, в кольцо амигуруми я набираю 12 столбиков с накидом. Поднимаюсь на 2 воздушные петли. Набрала 2 воздушные петли. И теперь провязываю 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте наберем 12. Итак, набрала я в кольцо амигуруми 12 столбиков с накидом. Теперь я обрезаю ниточку, колечко затягиваю и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И закрепляю ниточку. Все, колечко стягиваю и завязываю на узелочек 2 конца. Не сильно сдавливаю, чтобы не потерялась форма. Все, вот такой вот зрачок у нас получается. Теперь берем желтую пряжу. Вставляю в любую петлю, в любую петелечку вставляю и провязываем так. Выводим, делаем воздушную петлю и в эту же петлю я провязываю 2 столбика без накида. Раз, хвостик затягиваем, и сюда же 2. Так, хвостик можно не ввязывать. Дальше провязываем следующую петлю, прибавка, вторая, 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так. Следующую провязываем прибавку полустолбиков из полустолбиков с накидом. Делаю накид и провязываю 1 полустолбик и сюда же 2 полустолбика с накидом. Дальше я провязываю 6 прибавок столбиками с накидом. Делаю накид и провязываю в одну петлю 2 столбика с накидом. В следующую. Два столбика с накидом. Еще раз. Так, секунду. Да. И так нужно провязать 6 прибавочек. Это у нас 3 прибавки и еще 3 прибавки надо сделать. 4-я прибавка. 2 столбика с накидом в одну петлю, еще одна, сюда же столбик с накидом и еще одна прибавка. Итак, провязав 6 прибавок столбиками с накидом, в следующую петлю я провязываю одну прибавку полустолбиком с накидом. В одну петлю первый полустолбик с накидом и второй. Дальше я провязываю 2 прибавки столбиками без накида. В одну петлю 2 столбика без накида и в следующую петлю
2 столбика без накида. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот такой глазик получается. Я обрезаю ниточку и закрепляю. Все. Дальше я беру желтую свой хвостик и просто завязываю на узелочек. Вот так, чтобы не распустились. Дальше беру зеленую пряжу. И очень легко, очень слабо я провязываю третий ряд, 24 соединительных столбика. Тоже в любую петлю ввожу, вывожу зеленую ниточку, хвостик убираю. И теперь в следующую петлю я провязываю столбики соединительные, не затягивая. Вот, слабенько, очень слабенько вяжем в каждую петлю. Столбика соединительные. Вот так вот ввожу крючок, вывожу и сразу провязываю. И так вот легенько, провязывая соединительные столбики по всей окружности, не затягивая, чтобы не стягивать глазик. Вот так по окружности. Обрезаю хвостик. В эту же петлю, откуда мы начинали, я провязываю, вывожу петельку и теперь в первую петелечку я продеваю. Или можно иголочку взять, чтобы вывести на обратную сторону. Просто ввожу вот в первую петелечку. Вот в первую петелечку я ввожу, вывожу, вот закрепляю и на обратную сторону. Все вот так вот. Дальше я опять завязываю хвостики, не сильно затягиваю. Вот, и получился у нас вот такой вот глазик. Теперь давайте вышьем блики на глазике. Итак, ставим глазик ровненько, прибавочками, столбиками с накидом вниз смотрят на вас. Я вот так вот ставлю, здесь столбики без накида, здесь столбики с накидом. И просто ввожу крючок вот в любую. И через два столбика просто делаю несколько стежочков.
Вот. И здесь вот такой блик маленький, точечку тоже вышьем через один столбик. Такую небольшую. Тоже несколько стежочков. Все. Пряжа вылезла, надо ее отсюда. Вот. Все. И теперь снимаю иголочку, завязываю на узелок. И тоже обрезаю хвостики. Так как мы будем пришивать глазик, то в принципе хвостики нам не помеха. Все. Теперь давайте свяжем белочек. Итак, начинаем вязать белок и набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаю накид. И с третьей петли от крючка я провязываю 9 столбиков с накидом. Петлю на крючке я не считаю. 1, 2 и вот третья петля. Вот. С третьей петли я провязываю по цепочке 9 столбиков с накидом. 2, 3, 4. Давайте провяжем. Провязав 9 столбиков, последнюю петлю я провязываю 6 столбиков с накидом в одну петлю. Провязываю 1, дальше 2, сюда же в эту петлю 3, 4, 5 и сюда же 6. Теперь прокладываем хвостик, ввязывая хвостик, провязываем по цепочке 9 столбиков с накидом по второй цепочке, по второй стороне цепочки нашей. Давайте провяжем 9 столбиков с накидом. Итак, провязали мы 9 столбиков с накидом. Вот такая деталь у нас получается, первый ряд. И теперь второй ряд провязываем так. Хвостик можно подтянуть. Вот, и теперь набираем 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем в обратную сторону 9 столбиков с накидом. 1, 2. Давайте провяжем. Итак, провязав 9 столбиков, теперь мы провязываем 6 прибавок столбиками с накидом. То есть делаю накид, и в каждую петлю я провязываю 2 столбика с накидом. И таких мы должны провязать 6 прибавок. Первая прибавочка. В следующую петлю 2 столбика с накидом. Это будет вторая прибавочка. И давайте провяжем еще 4 самостоятельно. Итак, провязали 6 прибавочек. Теперь провязываем 9 столбиков с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. В каждую петлю. Давайте так провяжем 9 раз. Итак, провязали мы белочек. Вот такая вот деталь получается. Обрезаю ниточку и закрепляю. Все, вот такой вот белочек получается. Теперь давайте пришьем глазик к нашему белочку. Вот так вот очень близко пришьем вот так вот глазик обычной ниточкой с иголочкой.
глазки. Вот такие вот получаются глазки у нас. Теперь давайте свяжем бровки. Бровка у нас уже будет под цвет рюкзачка. Значит, и больше мы из джинса вязать ничего не будем, только зрачки и глазки. Все, теперь переходим на пушистую пряжу, берем крючок номер 4, и бровки мы будем уже вязать пушистой пряжей под цвет тела. И давайте свяжем с вами вторую бровь. Итак, набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набрали цепочку из 10 воздушных петель. Со второй петли от крючка провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И в следующую петелечку 2. Дальше провязываем 2 полустолбика с накидом. Делаю накид и провязываю первый полустолбик и второй полустолбик. Дальше в одну петлю я провязываю 3 столбика с накидом. Делаю накид и провязываю в одну петлю первый столбик с накидом, следующий столбик с накидом и еще один столбик с накидом. Все, провязали в одну петлю 3 столбика с накидом. Теперь провязываем 2 полустолбика с накидом. Раз и 2. И в конце провязываем столбики без накида. Раз и 2. Вот такая бровь получается. Отрезаем ниточку, закрепляем и оставляем для пришивания. Все, 2 бровки связаны. Ой. Все, 2 бровки связаны. Теперь давайте свяжем с вами мордочку. Итак, начинаем вязать мордочку. Набираем 10 воздушных петель, то есть цепочку из 10 воздушных петель. И со второй петли от крючка начинаем провязывать. В одну петлю я провязываю 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше маркер ставлю в первую петлю. Вот в первую петлю и ставлю маркер. Дальше по цепочке я провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше в последнюю петлю я провязываю 6 столбиков без накида в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5 и сюда же 6. Теперь по второй стороне цепочки, ввязывая хвостик, провязываем 7 столбиков без накида. Провязали 7 столбиков без накида. Теперь в последнюю петлю я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Все, хвостик убираем и делаем. Дальше провязываем так. Снимаем маркер и провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. В первую петлю ставлю маркер и провязываю еще 2 прибавки. Еще одна прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. И еще одна прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю.
Дальше по цепочке провязываю 7 столбиков без накида. Провязав 7 столбиков, теперь провязываем 6 прибавок. 6 столбиков без накида, ой, вернее, 6 прибавок столбиками без накида. Первая прибавочка, вторая прибавочка, третья. И так нужно провязать еще 3 прибавки. Теперь провязываем 7 столбиков без накида по цепочке. Теперь провязываем последние 3 петельки, 3 прибавки. В первую петлю 2 столбика без накида. В следующую петлю 2 столбика без накида. И в последнюю петлю 2 столбика без накида. Вот такая деталь получается. Теперь провязываем 3 и 4 ряд без прибавок и убавок. 36 столбиков без накида. Итак, во втором ряду у нас получилось 38 столбиков. 3 и 4 ряд провязываем без прибавок и убавок. 38 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 2 ряда без прибавок. Вот такая вот мордочка уже получается. Теперь вяжем 5-й ряд. Снимаю маркер и провязываю 1 столбик без накида. Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 1 столбик без накида и прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 7 столбиков без накида. Итак, провязав 7 столбиков, теперь вяжем по схеме. 1 столбик без накида и прибавка. Так нужно повторить 6 раз. Первый раз мы повторили, 5, второй раз 1 столбик без накида, прибавка. И так нужно повторить еще 4 раза. Давайте провяжем. Теперь вяжем 7 столбиков без накида по цепочке. Теперь вяжем опять по схеме. Столбик без накида, следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно повторить до конца ряда 3 раза. И последний раз столбик без накида и в последнюю прибавка. У нас получается в конце ряда 50 столбиков без накида. 6-й ряд провязан без прибавок и убавок, 50 столбиков без накида. Итак, связали мы мордочку. Вот такая вот мордочка у нас получилась. Мы ее будем немного набивать холофайбером. Все, и закрепила ниточку и оставила для пришивания. Все, давайте с вами свяжем рог. Итак, вяжем рог. Рог у нас из светло-бежевой пряжи. И свяжем второй, точно такой же рог. Давайте набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такое колечко. Второй ряд провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. Хвостик ввязываем 2 и 3. И дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. Делаю накид и провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, ой, 2,
Деталь выворачиваем. И 3. Всего в ряду должно получиться 6 столбиков, без прибавок и убавок. Вот мы вывернули деталь. В третий ряд провязываем так. Снимаю маркер и провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1. В следующую 2. И в следующую петлю прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем так. 2 полустолбика с накидом. 1 и 2. И в конце прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Вот такая деталь получается. Четвертый ряд. Провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2 и 3. В следующую провязываем прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Ой, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. 1 полустолбик с накидом, 2 полустолбик с накидом и 3 полустолбик с накидом. В последнюю петлю провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. 1 и 2. Вот такая деталь получается. Теперь пятый ряд. 4 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4. И прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Следующее мы вяжем полустолбиками с накида. 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И в конце прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Теперь шестой ряд. 5 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем полустолбики с накидом. 5 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. И в конце провязываем прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Все, вот такой вот рог у нас получается. С одной стороны он идет немножко такой вот вогнутый. И теперь давайте набьем немного холофайбером деталь.
набили. Теперь соединяем две детали вместе. Снимаю маркер, провязываю в 7 ряду 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Дальше слаживаю деталь и провязываю, не пропуская петельки, соединяю две стороны одной детали столбиками без накида, захватывая две стороны одной детали. И так провязываем, соединяя обе стороны. Все, обрезаю ниточку и закрепляю. Все, два рога готово. Вот они абсолютно одинаковые, только пришивать мы их будем просто, вот они абсолютно одинаковые, если так смотреть, но мы их будем пришивать вот так вот. Давайте теперь свяжем ушки. Ушко выглядит вот так вот, с двух цветов, ярко-желтый и светло-бежевый. И давайте свяжем с вами второе, точно такое же. Беру я желтую пряжу и набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка провязываю 2 соединительные петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля или соединительный столбик. Вот так вот. Дальше провязываем 2 столбика без накида. 1 и в следующую 2. Дальше воздушная петля. Разворачиваю вязание и провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Разворачиваю вязание, провязываю 2 столбика соединительных по цепочке. 1 и 2 со второй петелечки от крючка. Дальше провязываем 2 столбика без накида по ряду. 1 и 2. Вот. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 2 столбика без накида. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание и со второй петли от крючка я провязываю 2 соединительных столбика. 1 по цепочке и 2. Дальше по ряду 2 столбика без накида. 1 и 2. Все, ушко наше готово. Обрезаем и закрепляем. Вот ушко наше готово. Теперь давайте сделаем обвязку. Итак, вяжем обвязку. Я взяла светло-бежевую пряжу. Хвостик будем ввязывать, поэтому ложим его параллельно цепочке. Ввожу крючок, вывожу и делаю воздушную петлю. И сюда же провязываю столбик без накида. Хвостики ввязываем. 1, 2, 3 и 4. Хвостики при этом ввязываем. Вот так вот.
Теперь хвостики я обрезаю. Провязали 4 столбика без накида, делаю 2 воздушные петли. Раз и 2. 2 воздушные петли. Теперь здесь, так у нас было 2 соединительных столбика, я провязываю 2 столбика без накида. Раз и 2. Дальше посерединке между рядами я провязываю 1 столбик без накида. Дальше провязываю по вот этому уголочку. Провязываю с одной стороны 2 столбика без накида. Раз и 2. 2 воздушные петли. И с обратной стороны 2 столбика без накида. Раз и 2. Теперь вот между рядом тоже я делаю столбик без накида. Дальше по третьему уголочку я провязываю 2 столбика без накида. Делаю 2 воздушные петли и провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И для того, чтобы ушко было вот такое вот, скажем так, развернутое, мы не провязываем по уголочкам, как я обычно провязываю, 3 столбика без накида, чтобы выровнять. Мы не будем его выравнивать, а мы наоборот хочу его так вот, чтобы оно было таким вот полукругом. Поэтому я дальше провязываю по ряду. Иду и провязываю, ввязывая хвостик, провязываю столбики без накида до начала нашей обвязки. Дальше желтую я обрезаю. Теперь обрезаю бежевую. Делаю соединительный столбик в первую петлю вот нашей обвязки. Соединительный столбик. Все. И прячу в деталь. Все, и обрезаю хвостик. Все, 2 ушка готовы. Теперь давайте свяжем крылышки. Итак, начинаем с вами вязать крыло. Крыло, оно двухстороннее, с 2 сторон связано, поэтому в одно крыло входит 2 детали. И мы сейчас в зеркальном порядке свяжем с вами 2 крылышка и соединим 2 крыла вместе соединительными столбиками. Соединим обвязочкой. Итак, тоже оно состоит из 2 цветов, и начинаем с желтого. Набираю 26 цепочку из 26 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Теперь, пропуская 4 воздушные петли, делаю 2 накида и в пятую петлю от крючка, в пятую петлю я провязываю столбик с 2 накидами. Дальше провязываю 7 таких столбиков. Первый мы провязали, дальше в следующую петлю второй столбик с 2 накидами, третий столбик с 2 накидами, четвертый столбик, пятый, шестой, и седьмой. Дальше провязываем 7 столбиков с накидом. Делаю накид и провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше провязываем 4 полустолбика с накидом. Делаю накид и провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот провязали первый ряд. Второй ряд провязываем так. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем 19 столбиков без накида по цепочке. Давайте провяжем 19 раз. Итак, провязали мы второй ряд, 19 столбиков без накида. Теперь третий ряд. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание. Из пятой петли начинаем с вами провязывать 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь провязываем 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2,
3, 4 и 5. Вот провязали мы третий ряд. Четвертый ряд провязываем так. Воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываем по цепочке 16 столбиков без накида. Провязала я четвертый ряд, 16 столбиков без накида. Пятый ряд. Провязываем 4 воздушные петли. 2, 3, 4. 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Из пятой петелечки от крючка мы провязываем 4 столбика с 2 накидами. Раз. Два. Три. И 4. Дальше 4 столбика с накидом. Дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. И дальше 5 столбиков без накида. Вот так уже получается крылышко. Шестой ряд провязываем так. Набираем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 13 столбиков без накида. Итак, провязали мы шестой ряд, 13 столбиков без накида. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание и провязываю, с пятой петли начиная, провязываю 3 столбика с 2 накидами. Раз. 2. 3. Теперь провязываем 4 столбика с накидом, с одним накидом. Раз. 2. 3. И 4. Дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. И в конце провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Обрезаю ниточку, фиксирую. И вот первая сторона крылышка готова. Теперь давайте свяжем вторую. Итак, вяжем вторую часть крылышка. Набираем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. С пятой петли пропускаем 4. 1, 2, 3, 4. И вот с пятой петелечки провязываем 3 столбика с 2 накидами. Раз. 2. 3. 4 провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4.
Дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. Делаю накид и провязываю. Раз, два и 3. Дальше провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и в последнюю 3. Вот такой первый ряд у нас получился. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем 13 столбиков без накида. Итак, провязала я 13 столбиков без накида. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И с 5 петли начинаем провязывать с вами 4 столбика с 2 накидами. По цепочке я провязываю 1 столбик с 2 накидами, 2 столбик с 2 накидами, 3 столбик с 2 накидами. Вот, провязала я 3 столбика. Теперь переходим на наше крылышко и провязываем здесь еще 1 столбик с 2 накидами, чтобы получилось 4. Вот так. Теперь провязываем 4 столбика с накидом одним. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. 3 полустолбика с накидом и дальше 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой получился ряд у нас. Дальше делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем 16 столбиков без накида по цепочке. Итак, провязала я 16 столбиков без накида, набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. И с 5 петли провязываю столбики с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Вот с 5 петли 3 столбика с 2 накидами я провязываю по цепочке. И вот еще одна. Вот по цепочке. Теперь 2 столбика с 2 накидами я провязываю вот уже по крылу. 1 и еще. Всего должно быть в начале 5 столбиков с 2 накидами. Вот 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем 5 столбиков с накидом, с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываем 4 полустолбика с накидом. 1, 2,
3, 4. И дальше по цепочке провязываем 5 столбиков без накида. То есть вы поняли уже, да, мы вяжем в зеркальном варианте, как первое крылышко. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем 19 столбиков без накида по цепочке. Итак, провязала я 19 столбиков без накида, теперь набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отсчитываю 1, 2, 3, 4. В пятую петлю я провязываю 3 столбика с 2 накидами по цепочке. 1, 2 и 3. Вот провязали 3. Теперь по крылышку я должна провязать 4 столбика с 2 накидами. Начиная с первой петелечки провязываем 1, 2, 3, 4. Всего должно быть 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с 2 накидами. Теперь дальше по цепочке провязываем 7 столбиков с 1 накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше провязываем 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Обрезаю ниточку и закрепляю. Все, теперь смотрите, сравните 2 крылышка. То есть, видите, они абсолютно зеркальные, потому что с изнаночной стороны они, видите, они не очень красивые. Вот. И поэтому мы будем лицевой стороной мы слаживаем крылышки. Вот с одной и с другой стороны. Внутри изнаночная, а снаружи вот. Видите, вот эта вот сторона лицевая. Вот это. А вот эта сторона изнаночная. А вот это лицевая. Все мы соединяем. Вот так. И давайте свяжем с вами обвязку. Итак, смотрите. Так как крылышки у нас будут стоять с разных сторон рюкзачка, то и обвязка должна быть лицевой стороной в одну сторону смотреться, потому что это изнаночная сторона обвязки. Видите, да? А вот это лицевая сторона. И вот когда я делала обвязку первого крылышка, я начинала с верхней стороны обвязку делать, с верхней части, то чтобы у нас второе крылышко, если я начну с верхней части, то у меня будет в одну сторону идти, а я должна начинать с нижней части, вот с этой. Первую обвязку я делаю с верхней части, начиная вот с этого уголочка, и делаю обвязку по всей детали. А вот
второе крылышко я буду вязать с этой стороны, чтобы лицевая сторона была у нас, смотрела в одну сторону. Поэтому я разворачиваю крылышко и начинаю вязать с нижней части. Точно так же в зеркальном положении, чтобы крылышки наши смотрели, ну вы поняли, да, чтобы обвязка смотрела на лицевую сторону. Все, давайте начнем с нижней части делать обвязку. Итак, приготовила я светло-бежевую пряжу. Кончики, которые у нас есть, я прячу вовнутрь. И ввожу крючок в первый уголочек и второй уголочек. Вот. И теперь ввожу бежевую ниточку, делаю воздушную петлю, и в эту же петлю я провязываю столбик без накида. Подтягиваю хвостики все, вкладываю хвостики в саму деталь и начинаем с вами провязывать обвязку, не пропуская петельки. Вот, провязываем каждую петелечку столбиками без накида. Так. Довязав до уголочка, у нас здесь воздушные петли. Вот у наши воздушные петли, 4 столбика, 4 воздушные петли здесь. В эти воздушные петли, соединяя 2 детали вместе, мы провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот. Провязали 6 столбиков без накида. Вот в уголочек, там где наши цепочки, мы вязали ряд столбиками без накида, я провязываю сюда в уголочек столбик тоже без накида. Вот. Теперь опять иду по цепочке. Три столбика у меня получается. Перехожу на следующие воздушные петли, соединяя вместе. Тоже в эти воздушные петли я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот, провязала 6 столбиков без накида. Опять между крылышками, вот сюда, вот, я провязываю 1 столбик без накида. Затем перехожу на следующее крылышко и провязываю здесь 1 столбик без накида, 2 и 3. Да? И у нас следующие воздушные петли. Соединяя вместе, провязываю опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. Между крылышками,
между перышками, или как это объяснить, я провязываю один столбик без накида и перехожу уже на следующие. Провязав 3 столбика без накида, вот перехожу на последние воздушные петли, и сюда тоже я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И давайте провяжем соединительными, столбиками без накида, соединяя вот эту вот часть крылышек. Провязала я эту сторону, уже спрятала ниточки все вовнутрь, внутри они у меня. И теперь по этой стороне я тоже провязываю. Здесь по уголочкам я провязываю 3 столбика в одну петлю. То есть одну я уже провязала, еще два раза надо провязать. 1 и 2. Все, и теперь перехожу в каждый ряд, соединяя столбиками без накида 2 стороны. Все, теперь беру, вот, обрезаю ниточку, делаю соединительный столбик и закрепляю. Все, ниточку прячу тоже вовнутрь крылышка сюда. Снимаю немного пушок, беру иголочку. Все вовнутрь спрятала. И обрезаю ниточку. Все, теперь смотрите, 2 крылышка наши готовы. Вот теперь они правильно смотрят, в правильном направлении, так как здесь у нас изнаночная сторона. Ну, это изнаночная сторона красивая, скажем так. А вот не такая, как у нас была. И крылышки, они более плотненькие, они не будут падать за счет того, что они связаны, скажем так, с 2 сторон. Вот. Все, и остались нам только ножки. Давайте свяжем с вами, ну, не ножки, а ручки.